Добрый день, уважаемые слушатели моего канала. Тема настоящего видео. Что такое натальная карта, натал или натальный гороскоп, с чем его едят, для чего он, что он влияет или не влияет в нашей жизни, какой потенциал он в себе вообще содержит. Также расскажу, зачем вообще натальный гороскоп изучать в случае, если мы слушаем текущие месячные прогнозы любого астролога на каналах, как вообще натальная карта вписывается в те социальные тенденции в обществе принятые. То есть постараюсь ответить кратко на вопросы, а почему у меня в жизни так, а у него так, от чего это зависит и при чем тут вообще натальная карта. Обещаю вам только звездные факты, опираясь на которые будем иметь возможность, потенциальную возможность улучшить или избежать каких-то жизненных ситуаций. Так, что такое натальная карта? Натальная карта, натал, натальный гороскоп. Значит, на картинке вы видите пример натальной карты. Значит, это зодиак, который содержит информацию о расположенных планетах, домах и любых фиктивных точках в момент рождения. Кого? Нас, всех живых и неживых объектов, материалов. То есть у нас гороскоп есть как у нас у самих, так у нашей собаки, так у нашего дома, который мы купили или заложили, или построили, или у велосипеда, который заложили и построили. У всех есть натальная карта. Значит, построить натальную карту несложно. Как ее построить, посмотрите видео на моем канале. А вот писать ее, рассказать, что в ней заложено, может, естественно, только астролог. Это своего рода а-ля доктор, который расскажет, что там в нем лежит. Зубы лечить ходим к стоматологу, правильно? Поэтому за натальной картой идем к астрологу. И только к профессиональному. Это не определяется сертификатами, дипломами, астрологический уровень профессионализма. Он определяется исключительно практикой и способностью астролога к развитию. Но здесь уже сами определяетесь. На основании натальной карты астролог, профессиональный астролог, еще раз добавляю, делает нам расшифровку ее, разворот, разъяснение, прогноз по натальной карте. Его тоже иногда называют натальным гороскопом. Почему? Я бы, знаете, с чем это проассоциировала? С комментариями как к Гражданскому кодексу, к Хозяйственному кодексу. То есть это некий инструмент к тому, как жить, что делать, что имеем, почему, что он в себе несет. Абсолютно все, абсолютно. Значит, в нашей натальной карте заложены абсолютно все ответы на наши вопросы, которые возникли, возникают и будут возникать. Заложены абсолютно все возможности или невозможности, то есть ограничения каких-то возможностей в любых жизненных обстоятельствах. То есть могу, не могу, почему мне можно, ему нельзя, почему ему все сходит с рук, а мне бьют постоянно по пальцам указкой. Будет или не будет. Такой или другой у меня какой-то будет. В натальной карте заложена абсолютно вся наша жизнь от момента рождения до исхода. Заложена возможность потенциально изменить или не изменить хоть что бы то ни было в нашей жизни. Да, мы сами творцы нашей жизни, но нужно понимать, насколько мы творцы нашей жизни, насколько мы можем или не можем что-то творить или изменять в нашей жизни. И это заложено в нашей карте на любую тему. Что-то менять в жизни – это осознанно подходить к ситуации. Иногда в картах отсутствует такая возможность. То есть достаточно часто бывают ситуации, когда человек не волен что-то менять в своей жизни и течет не условно, а вообще физически под влиянием своих привычек и инстинктов. И это все нам рассказывает натальная карта. Есть люди, которые постоянно меняются. И в начале жизни человек был одним, в более взрослом возрасте человек абсолютно кардинально измененный. То есть весь этот потенциал заложен в натальной карте. По отношению к самому человеку, так и к его телу, к его эмоциональному состоянию. И склонность или не склонность, возможность или невозможность человека изменить или воспользоваться ситуациями, которые что-то меняют вокруг, или не воспользоваться ими. Даже прослушав любой прогноз на месяц по звездам, мы его всегда должны соотнести с нашим натальным потенциалом, то есть знать, что заложено в нем. Почему? Потому что натальная карта или натал, он нам или даст возможность воспользоваться теми возможностями, которые предлагают нам на месяц звезды, или может не давать нам возможности этим воспользоваться. Например, месяц располагает к тому, чтобы завязывать какие-нибудь взаимоотношения или знакомства. И женщина как бы ожидает того, что она там встретит какого-то принца на белом коне. А в ее натальной карте написано, что принцем этим может быть исключительно, например, какая-нибудь творческая личность или человек, который может страдать какими-нибудь зависимостями. И поэтому
встретит она какого-нибудь вольного художника, который, например, работает дворником, а белый принц на коне поедет дальше к следующей натальной карте, потому что он будет искать исключительно ту натальную карту, которая его притянет с его потенциалом, именно к принцу на белом коне. То есть натальная карта, она корректирует, отфильтровывает, притягивает исключительно те возможности, которые заложены в нашей натальной карте. Больше, чем есть в натальной карте, мы не получим, мы не сделаем, мы не будем подвержены каким-то воздействиям, плохим, естественно. Или, к примеру, достаточно много видео выкладывают по поводу там различных проработок планет, там Венера, Луна и все остальное прочее. Наслушались и начали прорабатывать ту же Венеру, ту же Луну, потому что тема отношений, допустим, она стоит остро и очень важна для всех. А в натальной карте, к примеру, Венера стоит в соединении с южным узлом, там, в соединении с черной Луной и в каком-нибудь там, допустим, в Козероге, еще и Сатурн у нас где-нибудь там в Козероге. Сильно мы его проработаем, эту Венеру? Да нет, мы еще можем навредить себе. Поэтому обязательно нужно понимать натал потенциальной карты, что есть, что можно менять, что не можно менять, что подлежит вообще изменению или нет. Очень часто ситуации, когда люди, например, ходят к психологу, они проводят огромную работу, и психолог, и они, и это не дает никакого результата. Почему? Потому что в натальной карте заложен потенциал, который усложняет процесс работы, допустим, с психологическими практиками, с кем-то. А человеку, например, необходимо заниматься психологией исключительно как на предметном самообразовании. Только это может дать ему возможность, допустим, продвинуться в решении своей проблемы. Или ситуация. Развод один, развод второй. И как бы человека тянет к взаимоотношениям, а что-то не строится в этих союзах официально оформленных. А в натальной карте заложен потенциал, который говорит о том, что официальным союзом нет, исключительно каким-то нетрадиционным, свободным или исключительно там на добровольной основе. Или тема детей. Очень болезненная, очень острая. Допустим, нет детей по какой-то причине. Уже как бы пробовали абсолютно все методы и эко, и сменили мужчину, и провели какие-то серьезные лечения, и нет никакого результата. Причиной всегда есть натальная карта. В ней написан ответ на вопрос, почему. Это могут быть и временные задержки, это могут быть и действительно вообще в принципе как бы невозможность там, выносить ребенка, родить. Либо это может быть ситуация, когда какими-то обходными путями решается вопрос, ну не прямыми, например, как бы усыновляется ребенок и последующее деторождение, как само собой, вполне очень даже нормальная ситуация. Это все написано только в натальной карте. Поэтому изучение натальной карты является настолько важным. И еще раз повторяю, исключительно у людей, обладающих профессиональными навыками к этому. У звезд на нас есть как бы высшее предназначение, которые они прописали в нашей карте. Пусть это как-то там пафосно не звучит, но это так. То есть они изначально закладывают нам какую-то программу. Говорят, вот тебе вот это, ты идешь вот таким вот путем. И есть как бы наше общество, в котором мы с вами живем, социум так называемый. А у нас здесь есть принятые тренды, модные течения. Ну, например, там сейчас в нашем мире не модно быть бедным. Да? И вот звездная программа и наши социальные ориентиры, к которым мы привыкли в обществе, они абсолютно никак не стыкуются. Естественно, мы все, ну или большинство из нас пытается ориентироваться в соответствии с тем, что принято в обществе. И ломимся все вперед за орденами. Ну, понятно, без денег жить невозможно. А звездная программа нам предназначена, как бы указывает путь как бы в другую сторону. Это не значит, что там будет полное безденежье, но каким-то вот другим совершенно не классическим, не принятым путем, как принято в большинстве, ну, как бы для большинства в обществе, или тем путем, которым как бы легко чего-то получить в обществе. И когда мы идем вразрез тех программ, которые заложены в нашей натальной карте, в нашем вот этом вот звездном предназначении, мы всегда нарываемся на кризисы во всех сферах жизни. Это и кризис отношений, кризис денег, кризис работы, всего чего угодно. Кризис – это и не получается, и вообще просто вот как бы все не так. И поэтому натальную карту обязательно нужно изучать для того, чтобы понимать весь свой потенциал, для того, чтобы его соотнести с теми
возможностями или с теми социальными ориентирами, которые у нас в обществе существуют. И попытаться это вот между собой связать. Но связать более или менее осознанно. И то, если даст на это натальная карта. Натальная карта, она описывает полностью наш характер. До деталей. И понимая свою натальную карту, мы должны использовать наши черты характера в нашей профессиональной деятельности. Это как бы, ну, во-первых, в некоторых вопросах это облегчит нашу задачу в том, чтобы как бы работа нам нравилась, не нравилась, ну, где-то так, может быть, слово не совсем корректное, но подходило, скажем так. Во-вторых, это даст возможность более эффективно использовать нас самих в этом мире, без каких-то, может быть, дополнительных усилий, вот так вот, скажем, с нашей стороны. Каких-то эмоциональных перегрузок там, или физических перегрузок. И для этого, конечно же, нужно залезть обратно на натальную карту и посмотреть прогноз. То же самое касается учебы. И вообще всех сфер жизни, как я сказала, абсолютно. На основании каких данных строится натальная карта? Значит, это дата рождения, это точное время рождения и местность рождения, абсолютно точная. Значит, когда неизвестно время рождения, даже когда известно время рождения, астролог еще делает так называемую дополнительную работу, это называется ректификация, уточнение времени рождения. Это обязательно необходимая вещь. Естественно, всю и ректификация, и натальный анализ, вообще любой прогноз, нужно обращаться к профессиональному астрологу. Очень часто звучат какие-то скептические такие вот нотки, прослушав какой-то гороскоп от астрологов общий, не индивидуальный, естественно. Вот он у меня там не совпадает, он у меня совершенно по-другому проигрывается. И, конечно же, повторяюсь и скажу, любой гороскоп нужно делать исключительно в индивидуальном разрезе с учетом собственной натальной карты. Но если вы обратились и вам сделали натальный разворот вашего гороскопа, то соотносить даже текущие прогнозы на месяц будет легче. И они будут более приближенны где-то к какой-то реалии. Почему так? Потому что натальная карта и ее потенциал может абсолютно наизнанку вывернуть любой текущий неиндивидуальный прогноз. И то, что как бы вы услышали в прогнозе для всех, для вас может вообще никак не проигрываться. Все зависит исключительно от натальной карты и того, что в ней заложено. Поэтому, когда мы, допустим, обращаемся к медикам по любым вопросам, нас же отправляют на УЗИ, делать всякие снимки и изучать наши внутренние органы по том или иным причинам. Так вот, натальная карта – это то же самое для нас. Ее изучение является достаточно важным фактором, особенно для людей, которые как бы заинтересованы в каких-то прогнозах. И в индивидуальных, и в общих. Иногда нет времени делать там индивидуальные прогнозы, но натальный прогноз обязательно и желательно, скажем так, для людей, заинтересованных в использовании астрологической прогностики, это важно и нужно сделать. В общем-то, на этом все, что я хотела сказать в этом видео. До новых встреч! Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!